Приветствую! Если вы покупаете аппараты, произведенные в начале 1990-х, не стоит ожидать их совершенного состояния. Спустя месяц после покупки кассетной деки Sony TC-K222 ESA я выявил пару неисправностей, хотя ее общее состояние намного лучше прежнего моего Pioneer CT777. Первая неисправность явная, и я рассказал о ней в моем видеоролике с обзором этого аппарата. Это кольцевые трещины вокруг всех выводов трех пар RCA разъемов. Я их тогда заново припаял. Однако этот разъем все же придется заменить, так как прежний владелец настолько развальцевал центральные отверстия разъемов, используя нестандартные по диаметру RCA коннекторы, что обычные из них просто уже вываливаются. Контакт в красном RCA выходе отсутствует вовсе. Поэтому сегодня я буду менять этот шестиконтактный RCA разъем. Купил на AliExpress 3 варианта. Вот этот должен подойти. Доставили в Беларусь из Китая через Узбекистан со отслеживаемым трек-номером за месяц. Оплатил $4.08 с НДС. Так он стоит $1.79. А мне прислали 2. Может, там 2 должно быть? Да, судя по коннекторам, этот должен подойти. Правда, контакты не позолоченные, а такого белого металла. И за прошедший месяц с момента покупки этой кассетной деки проявилась еще одна неисправность. Кнопки управления режимами работы лентопротяжного механизма неадекватно отрабатывают. В частности, при нажатии кнопки стоп иногда включается перемотка в начало. Если включить воспроизведение, то дека переходит в режим паузы. И не всегда срабатывает кнопка открытия кассетоприемника. В этот раз купил уже в магазине моего города Chip и Dip всего за $1 15 тактовых кнопок. Их габариты 6 на 6 мм. И высота с учетом толкателя 5 мм. Для доступа к плате управления индикации, на которой установлены кнопки, нужно снять фронтальную панель. Я покажу, как это сделать. Снимаю верхний кожух, для этого выкручиваю 6 винтов сверху и по 2 винта по бокам. Далее выкручиваю винты, крепящие эти перекладины, и снимаю их. Чтобы снять фронтальную металлическую панель, выкручиваю сверху 2 оставшихся винта. Так, и перевернув деку, выкручиваю здесь 1, 2, 3, 4, 5 винтов, еще один. Сначала требуется отключить шлейфы и провода, которые соединяют фронтальную панель с основной платой. Отключаю белый коннектор от нижнего разъема CN001, на который подается питающее напряжение от шнура питания. И красный коннектор от разъема CN002, с которого питающее напряжение после тумблера включения Power подается на трансформатор. От основной монтажной платы отсоединяю разъем CN803. На который подается управляющий потенциал с переключателя таймер. И высвобождаю его из этой вот стойки петли. Отключаю разъем CN802, на который с помощью 2 шлейфов подается напряжение плюс 5 вольт, минус 22 вольта и плюс 12 вольт, а также сигнал от инфракрасного фотоприемника с платы управления индикацией. Далее отсоединяю шлейф от разъема CN801, на который приходят сигналы от кнопок управления лентопротяжным механизмом и сигналы индикации режимов работы. И извлекаю, конечно же, из этой петли на стойке. Теперь в правой части основной монтажной платы отключаю разъем CN555, к которому подсоединены регуляторы Rec Level и переключатель Rec EQ Cal, зафиксированные к фронтальной панели. Отключаю разъем CN502, на который с помощью шлейфа приходят сигналы включения систем HX Pro и шумоподавления Dolby с платы управления индикацией. Чтобы закончить с основной платой, вывинчиваю крайний правый винт, к которому фиксируется черный провод с нулевым потенциалом. Осталось отсоединить верхние коннекторы, установленные на плате регулятора уровня записи Rec Level и баланса. Отключаю слева белый коннектор CN591, на который подаются входные сигналы с разъема Line Input. И справа черный коннектор CN592, на который подаются входные сигналы с разъема CD Direct. А затем красный коннектор CN593, с которого входящие сигналы обоих звуковых каналов снимаются и поступают на усилитель записи.
Осталось извлечь ручку регулировки громкости в наушниках. Далее, потянув на себя, аккуратно извлекаю фронтальную панель, пропуская освобожденные шлейфы в соответствующие проемы фальш-панели. Монтажная плата управления индикацией фиксируется к фронтальной панели с помощью 6 саморезов и защелок. Выкручиваю их все. И для ее извлечения нужно снять, потянув на себя, 2 ручки: переключателя Dolby и регулятора BIOS. Эти все регуляторы установлены на других платах. Выкрутив саморезы, освобождаю 1, 2, 3, 4, 5 защелок снизу и одну здесь сбоку. И извлекаю плату. Так, я забыл отсоединить еще один коннектор, соединяющий обе платы. Готово. Сами клавиши остаются на фронтальной панели. Таким образом, получаю доступ к замене кнопок под ними. На данной плате поменяю 8 основных кнопок. Выпаял 8 кнопок, запаиваю 8 новых. Теперь чистящим средством для мониторов, у меня вот такое, протираю экран индикатора. Здесь установлен фотоприемник. И в принципе можно собирать все это в обратном порядке. Так, закрутил 1, 2, 3, 4, 5, 6 винтов. Подключил этот разъем. В принципе все. Теперь можно заняться RCA разъемами. Ну, в прошлом видео с обзором этой деки я уже показывал. Чтобы не извлекать полностью плату, достаточно отключить только разъем питания с трансформатора на блок питания. Все, и выкрутить здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Один мы уже выкрутили. 8 винтов. То есть тут такие вот ребра жесткости, и к ним прикручена основная плата. От тыльной панели я еще откручиваю вот этот верхний винт, чтобы он не мешал, за него не цеплялась основная плата. Вот он. И 2 самореза, которые непосредственно крепят RCA разъемы к тыльной стенке. Готово. Теперь можно высвободить основную плату и поднять ее. Длина шлейфов от LPM позволяет ее вот так вот перевернуть, и в принципе можно провести демонтаж RCA разъема. Я уже выпал RCA разъем с основной платы. Видно, что центральное отверстие в крайне правом красном разъеме несколько больше, чем у остальных. В принципе, его можно восстановить. Если заглянуть внутрь него, то заметно, что внутренний цилиндр имеет вдоль правого края вырез, внутри которого проходит вот этот проводник. Здесь он загнут для монтажа на печатной плате. То есть он проходит сквозь цилиндр и выходит вперед, и здесь он загнут снизу. Острым инструментом с тыльной стороны можно как-то этот проводник подогнуть к центру отверстия. Что я, впрочем, и сделал. Контакт со штекером будет восстановлен, но он все равно не такой надежный. Вот здесь все заходит плотнее. Здесь болтается. Поэтому буду колхозить с новым разъемом из Китая. При сравнении с оригинальным оказалось, что контакты для монтажа на плату имеют такое же расположение. В принципе, его можно запаять. Но он имеет более глубокую посадку относительно тыльной стенки. Вот так это будет четко видно. Если совместить передний ряд контактов, то коннекторы выступают на 4-5 мм вперед. И эта разница не позволит разместить основную плату внутри корпуса, так как разъем будет упираться в тыльную стенку. Единственная возможность закрепить этот разъем на тыльной стенке саморезами в перевернутом виде и соединить его выводы с печатной платой с помощью проводников. При этом нужно соблюсти правильность подключения перевернутого разъема. Что я уже в принципе и сделал, использовав шлейф с разноцветными проводниками и термоусадочные трубки на выводы RCA разъема. Деку практически собрал, осталось накрыть только верхний кожух. Вот так все получилось. Оригинальный разъем не нашел, конечно, он не такой желтенький. Пусть так, скажем, не по фэншую, зато теперь надежный контакт со всеми кабелями. Итак, дека собрана и подключена.
Тактильно кнопки ощущаются иначе. Здесь как бы такая отдача есть. Воспроизведение работает, выход линейно работает. Перемотки. Заменил вот этот блок кнопок. Вот они. Ну, конечно, они уже на выброс. И разъем. Еще один запасной. Ссылки на все комплектующие оставлю в описании этого видеоролика. Ну а вас благодарю за просмотр и до встречи на канале.